Доброго времени суток, канал Masters of Body вас приветствует. И с вами, как всегда, в клубе Orange Андрей Шарапов. Здравствуйте, Константин. Дмитрий Журавель, наш оператор. И Виктория. Здравствуйте. И тема сегодняшнего выпуска – ягодичные мышцы, как их лучше накачать и по запросам женщин, не перекачивая квадрицепсы. Тренировка ягодичных мышц. Большинство девушек и женщин переживают, что тренируя ягодичные мышцы, перекачают ноги. Это широко распространенный современный стереотип, который мешает многим продуктивно тренироваться. Ноги – самые энергозатратные мышцы человека. Задействуя их в процессе тренировки, вы можете сжечь очень большое количество калорий, что благотворно влияет, конечно же, на коррекцию фигуры и сброс лишнего веса. Перекачать ноги не так уж и легко, особенно если вы сбалансированно питаетесь. Тогда хороший комплекс действенных упражнений и сбалансированное питание дадут обязательно упругие ягодичные мышцы и подтянутые спортивной формы бедра. Но не перекачанные, а вполне себе нормальные и красивые. Итак, первое упражнение в нашей программе по проработке ягодичных – это, конечно же, приседание. Максимально важное базовое упражнение задействует практически все тело, повышает силовую выносливость, улучшает обмен веществ, максимально быстро приводит тонус и меняет внешний вид ваше тело. Глубокий сет. Можно задерживаться в нижней точке. Можно пружинить в нижней точке по нескольку раз. Именно в такой технике ягодичная получает максимальное растяжение. Вес рабочий на штанге будет относительно небольшим, поэтому квадрицепсы не будут слишком переутомляться, а ягодичная получает именно точечную проработку. Второе упражнение – приседания в ножницах, они же выпады. Это упражнение улучшает детализацию, но не наращивает квадрицепсы. И очень хорошо акцентированно воздействует на ягодичную мышцу. Обратите внимание, чтобы уменьшить нагрузку на квадрицепс, мы слегка отводим ягодичную и тазобедренный сустав при приседе назад, не давая колену выступать за линию носка передней ноги. Таким образом, квадрицепс в работе у нас участвует минимально, а ягодичная, особенно в нижней точке амплитуды, получает максимальное растяжение и хорошую, мощную точечную нагрузку. Проработав одну ногу, мы делаем небольшой перерыв, буквально 30-40 секунд, чтобы также качественно воздействовать на вторую ногу. Еще один нюанс. Перед тем, как вы выбираете, с какой ноги начать, мы советуем начать с более слабой ноги, на которую делать вам упражнение будет тяжелее. Для чего это необходимо? Для того, чтобы впоследствии более сильная подстраивалась под более слабую ногу и не было диспропорций, если таковая наблюдалась до сих пор. Благодаря отдыху в 30-40 секунд каждая нога максимально качественно выполняет свою работу. Так, следующее упражнение – выпады назад с платформы. В этом случае платформа дает дополнительную амплитуду для ягодичной мышцы. Так как амплитуда больше, чем в предыдущих упражнениях, движение выполняем максимально плавно. Мы рекомендуем, как и в предыдущих во всех упражнениях,
использовать защиту, наколенники, либо эластичные бинты для предотвращения травмы коленного сустава. В отличие от предыдущих вариантов выпадов, здесь мы делаем упражнения поочередно, то правой, то левой ногой. Соответственно, рабочий вес на штанге будет меньше, чем в выпадах с фиксированной стойкой. Опять же, квадрицепсы не будут перекачиваться. Также выводим акцент на ягодичную в нижней точке, слегка отставляя таз. Колено находится в уровень, не уходит вперед за носок, а ягодичная мышца получает еще большую нагрузку. Следующее упражнение – выпады в сторону. Его можно делать как со штангой, так и с гантелью. В данный момент продемонстрирую вам технику выполнения со штангой. Делать немного сложнее, так как точка приложения силы находится значительно выше. Рабочий вес получается больше, как и воздействие на ягодичную мышцу, а именно на наружную ее часть, что делает вашу ягодичную мышцу более округлой, более выпуклой, более смотрибельной. Но здесь есть нюанс. Благодаря такой сложной технике, конечно же, труднее контролировать спину, поэтому спортсменка должна быть в определенной степени более подготовленной. Выполнять это упражнение с гантелью немного легче, так как находится ниже центр тяжести. Но и большой вес в руках не каждый сможет удержать рабочий. Отсюда опять же польза для квадрицепсов. Мы их не перекачиваем. Обратите внимание, ягодичную выводим максимально в сторону. Спина практически не участвует в работе, только наружная часть бедра и ягодичная мышца. Стопы параллельны. Для этого мы используем упоры, чтобы ноги не разъезжались. Акцентированно опускаем вниз ягодичную. Спинка ровно, практически параллельная. Следующее упражнение – всеми любимый ягодичный мостик. Это упражнение отлично сочетается в суперсете как с выпадами в стороны, так и с приседаниями. Обратите внимание на штангу. Блины мы взяли специально большего диаметра, чтобы показать, как спортсменка самостоятельно может эту штангу водрузить себе на тазовый сустав. Амплитуда максимальная. В нижней точке ноги акцентируем на пятках. Вверху на всю стопу делаем небольшую задержку. Опять же растянули ягодичную и в верхней точке максимально ее сократили. Глубокое опускание дает максимальную проработку. И самостоятельно такую штангу можно снять. Так, следующие упражнения имеют несколько вариаций для проработки и акцентированного воздействия на верхнюю часть ягодичной мышцы. Первый из вариантов – это приведение ноги вверх в наклоне. Занимаем удобное положение на скамье. И пятка акцентированно, вертикально упирается, так сказать, в небо. Обратите внимание, в нижней и верхней точке стопу мы сильно стараемся не заваливать. Она все время смотрит практически вверх. Сжали ягодичную и медленно опустили ее вниз. Проработав также одну ногу, делаем небольшую паузу 30-40 секунд и потом воздействуем на другую. Вторая вариация – это отведение назад на нижнем блоке. В отличие от выполнения собственным весом, здесь нагрузка постоянная. Блок тянет мышцу вниз постоянно. Это есть его преимущество. И можно постоянно регулировать вес в зависимости от вашего продвижения и улучшения мышечного тонуса. Вес, конечно же, добавляется, и воздействие на ткани ягодичной мышцы
можно увеличивать с каждой тренировкой или с каждым месяцем. Акцентированно также задерживаем вверху ножку и медленно даем внизу небольшую растяжку. В этом положении вы продолжаете с помощью статической нагрузки держать мышцу, до этого проработанную, в максимальном напряжении. Естественно, нагрузку увеличим с помощью добавленных минут в этом седе. Как правило, начинают с 20-30 секунд, опытные спортсменки доводят до 1,5-2 минут. Выпады с перемещением, тренажеры, резинки. Много чего еще можно применить. Но мы показали те упражнения, которые, на наш взгляд, являются самыми мощными, эффективными и базисными. Главное подобрать наиболее действенный набор для себя и почаще менять программу, не давая мышце адаптироваться к нагрузке, дабы ваш прогресс не останавливался и вы достигли поставленной цели. Спасибо, что были с нами. Мы, как всегда, в прекрасном клубе «Оранж». Надеемся, что наша тренировка вам понравилась. И надеемся, что наши советы пойдут вам на пользу. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Андрей, Константин. Виктория и Дмитрий Журавель. С вами был канал Masters of Body. До новых встреч в эфире, друзья! До свидания.